Сегодня мы проведем очень необычный эксперимент. Специально для этого мы забрались на высоту почти 4000 метров. Вообще-то находиться в самолете с открытой рампой без ранца парашютного за спиной категорически запрещено. Но это только в том случае, если вы не собираетесь прыгать. А я вот собираюсь выпрыгнуть из самолета без парашюта. Увидимся! Все нормально. Я живой. Ну, как вы могли догадаться, чтобы снять сцену выпрыгивания из самолета без парашюта, нам пришлось воспользоваться немножко компьютерными эффектами. Как в кино. Но вот что интересно, в реальной жизни возможно ли выпрыгнуть из самолета без парашюта, догнать падающий ранец в полете, надеть на себя его и живым приземлиться? Именно этим мы сейчас и будем заниматься. Экстремальный холод. Убийственное напряжение. Смертельная радиация. Нечеловеческие перегрузки. И одна девушка. Смотрите цикл документальных фильмов на канале «Наука». Чтобы проверить, можно ли вообще надеть на себя ранец в быстром воздушном потоке, мы отправились в аэротрубу. Это труба открытого типа. Здесь мощный пропеллер установлен под стаканом для полета. В нашем случае это идеальный вариант, потому что если воздушный поток вырвет ранец из рук, он просто вылетит из стакана наружу. В первую очередь нам надо узнать скорость свободного падения ранца. Мы постепенно увеличивали мощность потока до тех пор, пока парашют не взлетел. Сейчас примерная скорость потока порядка 100 км в час. Ну давай тогда поднимай, назад. увеличивай. А вот как ведет себя ранец в потоке со скоростью 200 км в час. Той скоростью, с которой падают парашютисты. В этом стакане воздух достаточно турбулентный, поток получается, поэтому рюкзак так и бросает. Если бы это было свободное падение, то там он бы летел более стабильно. В данном случае рюкзак, он не симметричный, он асимметричный, у него разный центр тяжести. Нет, он будет на месте крутиться, но мотать его на метр туда, на метр сюда его запросто будет. Да? Да. Его может носить это еще сложнее парашютисту. Поэтому парашютисту надо заранее на высоте наметиться, где этот рюкзак, куда его несет, как он вращается. Носить по небу он будет определенно. Хорошо. Давай теперь попробуем. Мне интересно, я хоть и не парашютист, но мне просто интересно попробовать, насколько вообще это сложно на себя надеть этот ранец в поток. У меня есть небольшой опыт полетов в аэротрубе, и как контролировать свое положение в пространстве я знаю. Но парашютный ранец внес серьезные коррективы в мою аэродинамику. Как по ощущениям? Удалось одеть рюкзак? Но лямки более-менее. Эти лямки ничего не дадут. А вот при раскрытии парашютной системы, самого парашюта, просто ее вырвет из тебя. Леш, ну, в общем, со мной все понятно. Давай посмотрим, как ты сможешь это сделать. И нам важно узнать время, которое тебе понадобилось на это. Очень сложно с парашютом вот там находиться, потому что вроде только стабилизировался, а когда начинаешь парашют в сторону, начинает сразу крутить. Я вот очень сильно локтем ударился. Даже большой опыт полетов в этой трубе не позволил Алексею сразу совладать с ранцем.
Ему потребовалось время, чтобы приноровиться к нему. В условиях реального прыжка из самолета такой возможности у него бы не было, а значит и надеть парашют без подготовки он бы не успел. Хорошо тебя помотало по стакану. Да, У тебя ушло минута 44 на то, чтобы надеть все лямки. Это немало времени. Здесь больше половины времени, а точнее 70%, тратится на работу, стабилизацию в пределах какого-то пространства. То есть если бы ты летел просто свободно в небе падал, ты Да, бы то есть работал быстрее. я бы намного быстрее бы работал, потому что мне бы ничего не мешалось. Тяжело в учении, легко в бою. А все-таки давай попробуем уменьшить наше время хотя бы до минуты. На этот раз Алексей уже знает, что и как делать. Если он уложится в минуту, это будет значить, что в реальном прыжке можно успеть надеть на себя парашютную систему. Ну, давай, последняя лямка, последняя, давай. 40 секунд. 45. 50. Ну, давай, открывайся. Есть! 58 секунд, Леш. Ну, отлично, это вполне время допустимое для раскрытия парашюта в безопасной зоне, на безопасной высоте. В общем, можно сказать, что в теории, если все складывается хорошо, и ты с первого раза догнал ранец, то надеть на себя парашют и безопасно приземлиться в принципе возможно. Одеться, открыться и живым приземлиться. Это возможно. Хорошо. Большое тебе спасибо. Пожалуйста. Ну, теорию мы доказали. Осталось проверить этот прыжок на практике. Больше месяца мы ждали летной погоды. И вот, наконец, сегодня мы ответим на главный вопрос. Можно ли догнать выброшенный из самолета парашютный ранец? Здорово, Лех. Здорово. Мы съездили в аэротрубу и померили скорость падения ранца пустого. Получается, там порядка 100 км в час. Ну, это ожидаемо, да. Если большая очень скорость будет между тобой и ранцем, ты поймать его же не сможешь. Ну, скажем так, я бы не хотел рисковать сильно. Ну, давай попробуем посмотреть вообще, как он себя будет вести. Да. Для начала. Просто сделаем пару пристрелочных. Я надену камеру, как бы привезем съемку, посмотрим. Все отлично, хорошо. В полете воздушный оператор займет положение под ним и просто отпустит ранец, чтобы Алексей смог его поймать. Так было задумано. Но в реальности все получилось по-другому. Что произошло? Ранец улетел в лес. Парашют на нем не сработал, страхующий. Он просвистел, как пушечное ядро просто мимо нас. Андрюха по башке приложил, пока он его держал. Разница скоростей парашютиста и падающего ранца получается порядка 100 км в час. Единственный вариант продолжить эксперимент – хорошенько нагрузить ранец, чтобы сравнять скорости. Но проблема в том, что та система, на которую мы рассчитывали, теперь лежит где-то в лесу. Давай, мне просто надо решить, что дальше. А сколько в такой рюкзак примерно килограммов пойдет? Ну что знает, давай попробуем дробь заложить оставшуюся. Сначала. Да. А все остальное песочком добьем. Не имея в запасе еще одного парашютного ранца, мы решили провести эксперимент с обычным рюкзаком. Ну, слушай, килограмм 40-то есть. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Поначалу он, конечно, будет разгоняться быстрее, чем я, за счет того, что у него фронтальная площадь относительно набегающего потока меньше. Разгонюсь до него, и даже, может быть, придется немножко тормозиться, чтобы не перегнать его.
А где его парашютист-ручник? Растопыриться пошире. Мы готовы к очередной попытке. На этот раз я отправляюсь в полет вместе со спортсменами, чтобы своими глазами увидеть, получится ли у них поймать падающий рюкзак. Мне предстоит прыжок в тандеме с инструктором. Моя задача будет выбросить рюкзак и выпрыгнуть из самолета следом за спортсменами. По идее, отличный вид на все происходящее мне обеспечен. Но это, как всегда, в теории. Замешкавшись на отделении всего на 4 секунды, я не смог разглядеть на фоне земли не только рюкзак, но и выпрыгнувших прямо передо мной спортсменов. Пытаться догнать их смысла уже не было, потому что совершенно непонятно, куда лететь. А значит, и догнать в полете парашют можно только если прыгать сразу за ним, иначе его просто не найдешь. А получилось ли у Алексея догнать ранец, я узнаю лишь после посадки. Все. Отлично. Ну что, где? Поймал? Нет? Не Мешок упал вот там, за лесом. Ага. Рядом с ним был Андрей. В принципе, я тоже рядом с ним прошел. Он падал с чуть меньшей скоростью, чем я. С весом мы угадали. Если ранец парашютный нагрузить кирпичами, Ну да, то поймать его можно. да, Но только при этом парашюта уже в этом ранце не будет. да. Я его пытался поймать, но молодцом. Отлично. То, что у него очень много всяких мелких деталей, которые порусили, Да, его раскрутило. он от меня уходил. Его мотыляло по небу вот так сильно, но Андрюха, собственно, лежал рядом. Я вот так вот это снял. То есть мы буквально поменялись местами. То есть Андрюха стал перформером, я стал оператором. Я снял, как Андрюха лежит рядом, то есть, ну, вот практически он вот так вот лежал, Да, он вот на мог очень потрогать высоте. его. Но его крутило, да, сильно? Очень. Да, Ну, его по небу носило, а потом я уже как бы начал его догонять, начал вытормаживаться, но сильно разогнался, немножко не подрасчитал скорость, то есть он просвистел Полос мимо мимо тебя, меня, и я уже так посмотрел, на 2000 я где-то свалил от него. Мы можем сказать теперь абсолютно со стопроцентной уверенностью, что поймать парашют, выброшенный из самолета, догнать его невозможно. Боевую парашютную систему, Ну, понятно. да, нереально. нереально. Вы сами все видели, мы ни капли вам не наврали, а когда вы видите в фильмах, что происходит нечто подобное, будьте уверены, вас обманули. Мы точно никого, кстати, там не убили? Я вот открывался и думал, а куда эта штука полетит, потому что падали над полем. Мы уже не на камеру работаем, я надеюсь. Все еще на камеру, что ж.